Всех приветствую, поиграл в Stronghold Remastered, игра не оправдала моих ожиданий. Давайте сразу поговорим о негативных моментах, которые вызывают отторжение. Самая моя главная претензия к новой версии игры заключается в том, что микро- и макроконтроль остался на уровне 2002 года. Я не могу назначать здания на горячую клавишу, чтобы быстро на них переключаться. Все так же можно резко переключиться только на главный замок с помощью клавиши H, а остальные здания в игре не имеют заранее настроенных горячих клавиш, или их нельзя назначить самому. Получается, чтобы хоть как-то быстро управлять важными зданиями, с которыми мы постоянно взаимодействуем, то их нужно размещать возле замка, например, казармы и рынок. Это неудобно и затратно по времени, особенно когда мы находимся в сражении. И в эти моменты каждая секунда важна. Мы вынуждены терять время на перемещение камеры и выделять здания для взаимодействий. Игру можно поставить на паузу, но в этот момент мы не можем полностью подготовить строительство, выделить объект, который будем устанавливать. Во время паузы можно только переключать разные вкладки под строительство объектов, но выбирать нужный объект нельзя. Для этого нужно убрать паузу. Это тормозит темп развития территории, и мы теряем время на подготовку атакующих действий. Особенно данного тактического элемента не хватает в начале игры, когда нам нужно делать много строительных действий, а также в сражениях, когда враги на нас нападают бесконечно со всех сторон. Звучит дико для 2025 года, но разработчики не стали улучшать очевидные устаревшие элементы. Меня сильно возмутили алгоритмы передвижения войск. Они все так же перемещаются криво и не могут адекватно обходить опасные препятствия. Если самому постоянно не контролировать перемещение войск, то с высокой вероятностью они не дойдут до врагов. Войска могут странным образом сами разделиться без вашей команды и тем самым заведомо ослабить свою боевую мощь. Бывают случаи, когда войска выстраиваются в четкую цепочку из одного юнита друг за другом в один ряд и таким строем передвигаются. Данное построение самое безмозглое. В таком порядке войска максимально ослаблены. Вы видите на примере, как я встречал более сильного противника и успешно с ним справлялся из-за их бестолкового построения. Суть в том, что юнит идет один в ряду, и его можно встречать вражеской толпой из нескольких рядов, которая успеет нанести больше урона, чтобы его шотнуть. В данной ситуации остальные юниты будут друг за другом подходить в точку соприкосновения на первичный превосходящий урон от противника. Меня сильно напрягает, когда войска не могут обойти деревянные колья на земле. Они как дураки идут по ним, когда рядом есть свободное пространство. Или когда большой армии отдаешь приказ атаковать, а ближайшие стоящие к боевой задаче юниты не двигаются. Получается, алгоритмы передвижения юнитов почему-то задействуют для выполнения задачи солдат, удаленных от нужного объекта. При этом ближайшие стоят на месте. Еще хочу акцентировать ваше внимание на то, что добывающие юниты существуют сами по себе, и ими нельзя управлять. Проблема в том, что они не могут обходить врагов, когда есть свободное безопасное пространство. Они как бараны идут на убой. Еще меня сильно напрягает, что иногда двойным кликом левой кнопки мыши я не могу выделить всех бойцов одного типа. Почему-то этот процесс багуется, и приходится делать данную процедуру до победного, пока не получится. Что за дичь? Я в шоке. Все это ебанутые и устаревшие алгоритмы передвижения и управления 2002 года. Для 2025 года они никуда не годятся. Мой итог таков. Данной игре даю оценку 3 из 10. Я бы не рекомендовал покупать игру за деньги, если вы хотите поиграть в нее только в одного против компьютера. ИИ здесь такой же слабый, как был раньше. Единственное, где вас может напрячь компьютер, это в режиме испытаний, где есть дополнительные здания, из которых бесконечно появляются войска. Поэтому лучше скачать игру бесплатно. А для тех, у кого есть друзья-фанаты этой игры,
Вы можете купить ее за деньги и без проблем поиграть вместе. Теперь не нужно устанавливать сторонние программы, как это было раньше. Например, Hamachi или что-то там еще, я уже точно не вспомню. Мне не понравились анимации движения некоторых юнитов. Ассасины двигаются прям пиздец нелепо. Какой бездарь это делал и как главный геймдизайнер это принял, я хз. Также мне не понравился, как оформлен UI в новой версии игры. Многое выглядит неэстетично, и видно, что новую версию делали по большей части на отъебись для ностальгирующих игроков, которые 100% все равно занесут деньги. Кстати, в эту игру скорее всего смогут играть только ее давние фанаты. Молодым игрокам она вряд ли понравится. Самая главная проблема в игре – это то, что не улучшили микро- и макроконтроль. Оставили все как было на уровне 2002 года. Нужно было исправить в этом направлении хотя бы самые простые и очевидные элементы, чтобы мы могли играть на современном уровне. Из приятного игра весит всего 6 гигабайт. Данное сомнительное произведение можно будет легко установить, а то сейчас современные игры весят очень много, и для них нужно выделять объемное пространство. У меня все. Благодарю вас, что досмотрели мой выпуск до конца. Не верь началу, а верь концу. Еще увидимся.